Вышли мы из теплицы тропической, а здесь растет вот эта вот мухоловка. Видите, вот мухоловка, и вот она, оказывается, вот так вот цветет. Цветы у нее, оказывается, есть. А мы думали, она только мух ловит. Ну да. Очень интересно. Вон еще. Она, видно, подморозила его что-то, Ну, нет? может, это испытательные какие-то Может их быть. А может гряд. быть, их адаптируют. Ой, пчелы. Угу. Так, ну и что? Идем в отдел Ну, кактусов. кактусы тоже высадили. Ага, Маленькие. приучают их. Это уличные, очевидно, кактусы. Агавы 2 сортов. Да, американо, агава Так, американо. покажу вам теплицу эту двойную. Ну что, заходим на кактусы. Вот тут такое вот направление стрелки. Мы точно идем в кактусы? Да. Ну, хорошо. Ну, я смотрю, а где кактусы? А, тут и алоэ, и кактусы. Да. Смотри, разновидности алоев. И они все отцвели уже. А, Видишь? А нет, вот один цветет. давайте. Диско. Вот Это такая. называется диско. Это посадили гранат. Вот цветет гранат. Ага. Точно. Это оливы рядом, олеандры. Такой небольшой обзор вам сделаем. Кактусов не разбираемся, да. На каждом кактусе, суккуленте это. Ну вот так вот смотрите, как здесь здорово придумали они. За отдельным таким стеклом. Вон какие интересные, да, вот эти. Такими маленькие. Да, они все интересные. На каждый смотришь. Традисканция. Вот смотри, какая традисканция. С пушистыми, припушистыми листиками. Угу. Так буду идти. Так солнце хотя бы не сильно светит. Ой, а тут какой, смотри. Эуфорбия. Вон она уперлась в потолок. А за ней еще одна, другого уже вида. Ага, колючка. И третьего вида, и четвертого. Ой-ой-ой, сколько же. Ну, домой не хочется, правда такое? Это сплошные эуфорбии. Вон даже цветет эуфорбия. А это вот собирается цвести желтенькая. А вот смотрите, какие сморщенные. Я так понимаю, это им воды не хватает, что они сморщились. Ну, кто-то любитель кактусов. Разнообразие такое. Вот уже вверх пошло все. Ты ствол показываешь, да? А верхушки не показываешь. А вот я показываю все. Смотрите, какого размера они могут достигать. Ну, это около 3 метров, наверное. Представляете, колючий кактус в квартире. А вот тилантия, какая форма интересная. Посмотри. Шар. Да, она листья в форме шара, вниз закручиваются у нее. И вот как оригинально. Пеларгония. Вот кто-то ставит. Шарик на палке. Тоже тиланцеты. А вот это было синецио. Ну вот кактусики.
Мамилария. Какие хотите. Даже ты. цветущие. Ну, для любителей кактусов тут, наверное, интересно. Ну, я имею в виду Ну, посмотреть на разновидности, разновидности, да. Потому что они действительно интересные. Особенно, когда они цвести начинают. Смотри, а вот это семена, посмотри, я даже не видела никогда семян кактуса. Ага. Вот цветочки желтенькие и семена красные. А интересно, зачем они вот эти штуки поставили такие гофрированные? Не знаю, для красоты. Ну, зрители дорогие, может быть, кто-то знает, может, есть определенная цель для вот этих вот емкостей таких. Что это такое? Или это просто инсталляция? Интересно. И много так ее выставили везде. Она пустотелая, вон они валяются. Ну, я вижу. Ой, какие, вообще как будто не живые, да, Не такие? говори. Ой, а вот какие, огромные. И вон. Мы прошли. Мы Ходили, прошли. ходили. Мы любовались этими, которые внизу, и не заметили те, которые вверху. А вот волосатый кактус. С прической. Ну Вот да, это- эти такие прямо. А те сморщенные, Ага, их как будто они- пополивать. Вот посоветую тут сейчас. Растениям не хватает воды, они сморщиваются. Ой, а это лысый кактус. Опунция. Вот это вот, видишь, все. Ага. Не, я вот это вот, смотри. А это вообще странный кактус. Он больше на какие-то огурцы похож. Нет, даже не огурцы. А вот смотри тоже. Засухоустойчивые. Это растения, которые не надо поливать. Ну я да. так понимаю. Ой, смотри какой круглый. Ага. Фуке. Так. Так, что у нас здесь? Вот эту сторону надо тульки. Ну, давай, хорошо. Смотри, Какая интересная штукенция. прямо веер какой-то. Но это не он, наверное. Каланхой это рядом. Красуньи вот есть. Опять же, различные кактусы. Вот интересное растение цветет на верхушке, а само все голое. Вот эти прикольные. Много-много-много в одном месте. Колючие. Тыкума. Это тоже эуфорбия. Смотрите, да, какое дерево. Вот это вот дерево, это тоже эуфорбия. А это тыкома. А тыкома должна цвести. Наверное, она уже отцвела. Или еще не цвела. Бугенвилля, что ли? Вон, это бугенвилия. Вон, посмотри. Я вижу. Вы представляете? Добралась до верха. Представляете, лес. Это что-то из араукарии или что? Ну да, Да, так. это араукария Араукария. ангустифолия. Иначе, видите, мы видели в питомнике Шмидта, и видео об этом есть. Мы видели там араукарию. И что, она стоит и не это. Смотрите, какой тонкий ствол, и она ничем не подвязана. Вон она, бугенвилля Вот это. цветет, смотрите. Как красиво. Просто супер. Угу. Смотри. Вот это дерево с шипами. А, помните? Вот оно, сверху листики на нем. Называется хорисия, да? Острая. Америка Острая. полуднева. Ну, приятно. Ну да.
Лист у него такой, чуть-чуть не хватает ему чего-то. Смотрите, какие листья огромные, твердые, с обратной стороны шершавые. И вот такие цветы. Смотрите, вот цветы. Видно? Да. И вот какие побеги, покажи. Это лиана. Сказал бы. Ее искать надо, она откуда-то. Это лиана идет, идет и идет. И никак не дойдет. Вот это вот все она, это лиана. Ну, где-то мы же должны найти. Она просто огромная. И она вся в цветах. Вот она. Вот. Тетрастигма называется эта лиана. И посмотрите, какие вон у нее стволы. И вот это она, покажи на эту стену. Куда она? Вот это все Это на всё протяжении всей этой До стены. верха самого. Вот И это она. туда аж к окну пошла. Тут, кстати, растет кедр Ой, Атлантика. плоский. Смотрите. Очень запах от него. Это ласки. И тоже он под самую крышу. Что с ним потом делать будут, непонятно. Так, это фиговец. Ну, фиговое дерево имеется в виду. Вот он. Тоже очень-очень высокий, большой. Это миртовое дерево, видите? А это... Смотрите, как красиво, да? Я говорила, надо спросить, какого года эта теплица. Сейчас таких столбов, это железный ствол, их не делают просто. Да. Конструкция изнутри. Я не знаю, сколько это конструкция, но видно давно. Надо спросить. Агапантусы это. Ага, Агапантус, это я. Как я его назвала? я Неправильно. не помню. Ну, Агапантус. Так, а вот это уже собирается цвести. Как это называется? пассифлора. Пассифлора. Собирается цвести уже пассифлора. А уже цветет вот такой вот красивый калистемон. Большой такой, смотри. Большой, да. Так, дальше. А вот красивый такой. Какой лист красивый. Акалифа. Ее обрезали, видите, и она пустила боковые побеги от стволов. Красивая. Это дерево. Это дерево называется Касуарина. Как-то так. С Австралии. Очень интересно. Твердые, Ага, твердые. да. такие. Само похоже на сосну, но только с очень длинными побегами и очень твердыми побегами. Очень твердой хвоей, извините. Листьями. Да, листьями. Так, а здесь это у нас что? Питоспорум табира. Вот, смотрите, у меня был питоспорум, но не такой пестролистый. Очень хорошо цветет, красивые цветы на нем такие белые, ярко-белые, потом начинают желтеть. И очень-очень ароматное. Если есть возможность, обязательно приобретите. Оно просто замечательно растет, беспроблемное, и цветет каждый год и очень красиво. Так. Банан, бугенвилли, пожалуйста. Хотите полакомиться мандаринами? Ну, срывать не будем, конечно, но вот видите, вот такие вот плоды. Вот. А вот посмотрите, это лотос. Высажен вот здесь вот в ведрах. Наверное, позже его выставят куда-то. Желтый. Какие-то, да, может, на улице выставят его. Но сейчас
Это именно лотос. Ух ты, смотри какой. Как тут приклеился. А вот мимоза. Та мимоза, которую мы покупаем весной в букетах. И вот ее, вот так вот она растет. Жалко, сейчас нету цветов, уже она отцвела. Можно было бы посмотреть, полюбоваться. А вот это дерево тоже вот цвело недавно. И называется это дерево метросидерос. Вот название. А за ним вот ствол, вы видите, это эвкалипт. Вот наверх посмотрите, голубая листва. Видите? Видим. Это эвкалипт глобулюс. Вот, лобии, по-моему. Покажи, пожалуйста, название. Вдруг кто-то захочет дома завести. Есть здесь и альбиция, но она сейчас не цветет. Тоже, я думаю, многие знают ее. А вот араукария араукана, та, которая мы вам говорили, на улицах растет. Вот именно этот сорт. Араукария араукана. Это растение вместе или как это? А, смотрите, как интересно. Лист идет вот такой вот, молодой побег. А потом, я так понимаю, становится вот таким. Или я как-то не так понимаю? Как-то так, понимаешь. Смотри, как интересно. Часть таких побегов, Ага. часть таких. Ну, как оно называется? Как оно называется, неизвестно. Извините, не подписано. Ну, интересно, действительно. Двое. О, оно еще что? А, не, я думал, это цветет оно просто пока. Ну да, не видно названия. Суккуленты здесь из Америки представлены тоже. Вот посмотрите, какие размеры. Просто какие размеры вот этого. Фоточку. Вот это надо было бы убрать. Ага. Смотрите, еще одно интересное растение. Вот так вот оно цвело розовыми цветами. Уже, к сожалению, отцветает. А на стволе, посмотрите, какие шипы. Ага. Вот здесь можно увидеть лучше. Ух ты. Вот внизу, посмотрите. Никто вообще. не залезет, смотрите. Переския, грандифлора. Вот так называется. Острые-острые, прямо ежи морские. Посмотри, какое расположение, прямо такими пучками. Отцвело вот оно так. Вот соцветие, Ага, смотрите, много было цветов. Да. Так. Дальше. Это у нас эуфорбия. Вот такие вот распрекрасные растения. Это каланхоя. Нет, не может быть это каланхоя. Ну, плектранtus я вижу. Это не каланхоя, это что-то другое, а названия нет. Подскажите, друзья, как оно называется? Что, вот это? Это растение. Нет, вот это вот веера, которая... Алоэ на такой это. А вот это ты уже показал? Да. Ты сказал, Ну, мы не снимаем с этой Да, стороны. хорошо показываю. Может, я забыл. Карина называется. Желтые такие Вот так цветы. вот цветет. Листьев почти нет. И вся усыпана такими цветочками. Да? Смотри, Ага. дерево дупло. Ну, дупло есть. Дерево не дупло, конечно, но оригинально, корневая. А вот здесь еще одно такое же, с такими же шипами, посмотри. Осторожно, вот тут даже... Переския. Это тоже переския. Так, мы смотрели, но это другой сорт, другой букет. И какие кактусы. Они до небес просто. 4 метра. Без подпорки. Ой, застреваю. Без подпорки, без ничего стоят. Вот уже колючка. Колючее тоже дерево. Ай! Как это? Как у розы шипы. Ну, нету названия, не скажу, что это такое колючее. Это, наверное, сами не знаю. Но Последнее. Я сейчас покажу. Вверху. Вот это дерево, вот ствол, да, это Какое? тоже. Вот это? Нет. Вон нет. то? Вот
Да, вот то дерево, это тоже араукария. Ух ты. Ну, Да. араукария. Вилли. Виллили. Здорово. Совсем другая у нее уже листва и огромное дерево. Я не знаю, быстро ли она растет, но и ствол интересный, да? Угу. А вот это, что цветы наверху это. Да. Он карина. С желтыми цветами, соцветия наверху. Да, понял. Ну тут очень много всего, конечно, очень. Вот даже маленькие плоды уже висят. Что-то они мягкие. Аламандина это. А. Этот, наверное, уже переспел, уже Да? семена с него собирать надо. Наверное. Аберия, да. смотри какой. Тоже. Корешочки так повыходили. Аберла. Так, а вот это чья такая листва интересная? Подокарпус. А, это подокарпус вот это. Вот. Ой, какой ствол. Это хинус какой-то. Интересные Ствол такие. очень интересный. А листья очень высоко и даже непонятно, какие листья. Ну, удобно лазить по Ну, такому интересное дереву. растение, Ага. да? Все как будто суставы такие. Сустав, да? Ну, Смотри. да, атеросклероз. Чикаки. Все из сустава. Часть суставов. Вот так и называется Вот еще сустав. один питоспорум тоже, но это уже не вариегатный. Ну, он очень красиво цветет. Не пожалеете, если себе такое приобретете. Здесь уже тоже что-то цвело и отцвело. Вот с таким листом. Но не подписано, не скажу. Вот, пожалуй, друзья, мы закончили нашу сегодняшнюю прогулку по ботаническому саду и по теплицам, по зимним садам, или, как в Польше говорят, склярня, да? Ну, склярня это да. Это когда стеклом. В Варшаве. Так, Ботанический сад. очень-очень старые теплицы, старый ботанический сад. Но мы сейчас пойдем спросим сейчас.